Когда новичка по имени Джекил привели в блок, коридоры тюрьмы встретили его гулким эхом шагов и напряженным вниманием тех, кто давно привык жить по внутренним законам. Его появление вызвало мгновенный интерес у Хьюстона, местного зачинщика беспорядков и самопровозглашенного хозяина общего барака. Хьюстон давно привык считать, что любой новый заключенный должен пройти испытание страхом, прежде чем получить свое место в беспощадной иерархии. Хьюстон начал наблюдать за Джекилом с самого утра. Новичок держался особняком, не проявлял ни тревоги, ни вызова, просто двигался уверенно и тихо. Его спокойствие раздражало Хьюстона, будто выбивало из рук привычные рычаги давления. В тюрьме не любили тех, кто не вписывался в привычные роли. Еще больше не любили тех, в ком чувствовалась внутренняя сила. Про Джекила быстро стало известно, что он по происхождению еврей, и, как подумал Хьюстон, это сделает его еще более удобной мишенью. Однако он не знал, да и никто в блоке не знал, что Джекил раньше служил в специальном подразделении армии, прошел горячие точки и привык работать в условиях, которые для любого другого показались бы концом света. Он пришел в эту тюрьму не как испуганный новичок, а как человек, который слишком много видел и слишком многому научился. Хьюстон стал устраивать мелкие проверки, проходил слишком близко, намеренно толкал, проверял реакцию. Но Джекил каждый раз лишь слегка отстранялся, без намека на страх или агрессию. В этом безмолвном контроле над ситуацией была какая-то пугающая уверенность. И хотя Хьюстон не хотел этого признавать, он впервые почувствовал странное беспокойство. Словно не он изучал новичка, а новичок изучал его. Соседи по камерам начали замечать перемену в поведении Хьюстона. Тот стал более раздражительным, меньше смотрел в глаза Джекилу, чаще оглядывался. По тюремным меркам это было почти признанием слабости. Но он упорно пытался сохранить лицо, убеждая себя, что выбьет из новичка нужную реакцию и поставит его на место. Переломный момент наступил вечером, когда Джекил, как обычно, спокойно сидел за столом и что-то читал. Хьюстон подошел ближе, собираясь в очередной раз продемонстрировать свое превосходство. Но в тот миг Джекил поднял взгляд, тихий, ровный, холодный. Этот взгляд был не взглядом заключенного, запертого в клетке, а взглядом бойца, который оценил угрозу и сделал выводы. Во взгляде не было злости, только уверенность в том, что он способен остановить любую опасность, если потребуется. Этого оказалось достаточно. Хьюстон почувствовал, как в груди сжалось что-то первобытное. Он вдруг понял, что новичок не просто не боится его. Он боится самого Джекила. То, что казалось удобной жертвой, оказалось человеком, прошедшим через мир, где Хьюстон бы не прожил и дня. С того вечера Хьюстон больше не пытался запугивать новичка. Тюремная иерархия подстроилась под новое молчаливое правило. Иногда самая тихая сила, самая опасная. А Джекил продолжал жить своим спокойным распорядком, зная, что здесь, как и везде, решает не громкость угроз, а способность держать себя так, будто любой страх давно оставлен позади. Одя.